Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честной люд, всем салют! Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Спасибо, что заглянули. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором этих обоих каналов. Это музыка и влоги. Мы сейчас к этому вернемся еще. Также QR-код, который видите сейчас, это мой телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своими мыслями, ссылочкой какой-нибудь. Да, есть просто пообщаться с народом. Добро пожаловать. Если вы себя чувствуете адекватным, добро пожаловать. Темы различные. Общаются все на «ты». Ну, перед этим, конечно, спрашиваю, да, желаете ли вы на «вы» или на «ты». Люди адекватные. По крайней мере, могу за тех сказать, кто постоянно общается. Вот, ребятки, еще то, что я хочу вам сказать. Огромнейшее спасибо за обратную связь. Также спасибо за комментарии. Я смотрю, вы очень дружно отвечаете на вопрос, пишите. То, что я задавал, будет дорога, когда у меня в Швецию длинная. Да. Спасибо огромное. Сделаем. Конечно, сделаем. Писали также в комментариях, типа, ну, сделай как сериалы, да, день, два, день, три. Не, ребят, так не получится. День, два, день, три. Так как я снимать еще буду, помимо этого, на 2 канала. Я, конечно, для вас сниму. Я сниму всю дорогу, как я доехал куда. Также будем обсуждать что-нибудь с вами. Я найду каких-нибудь роликов, гостей, и не только гостей. Да, для тех, кто не знал. Мой контент базируется на том, что я ищу в соцсетях различные ролики с высказываниями, действиями о налогоплательщиках, друзьях, соседях. И делаю разбор с нарезкой. Вы же комментируете. Если вы хотите все посмотреть, там у меня рыбалка, я говорил, медведи будут, рыбалка. Вот еще раз QR-код. В описании под каждым роликом есть ссылки. Это мой канал, влоги с дороги. Там я снимаю распаковки, я снимаю там отели, то, что я посещаю. Вот недавно, кстати, я был, отель Лосос Заргун отдыхал. Премиум отель, он себя так презентирует. В принципе, доволен ли я остался? Ну, на процентов 90, наверное, я остался доволен. Отель новый. Ну, были какие-то нюансы, то, что мне не понравилось, так как на премиум все-таки для меня не выкатил, да. Вот, тоже я делал и показывал обзор, и в конце я сделал очень большой обзор, плюсы и минусы, то, что мне не понравилось самое сильно, да. Персонал много ничего не может сам сделать. Была такая ситуация, мне сам рассказал человек, кто работает там. Там кошка, вы сами знаете, что в Турции, да, любят кошек, в принципе, кошки везде. Кошка родила котят, и где она, ну, там гнездилась, да, то, что было вот ее гнездо. Снизу там как стол, ну или как тека такая стоит перед входом на пляж идти, да, где раздают полотенца. Полотенца дают без карточек, без ничего, там даже бантов нету, да, на руках. И детишки, было 4 котенка, детишки ходят, тискаются ее. И до того дотискались, пока мамаша себя с такими вот губищами фотографировала, селфи делала, я такая, я крутая, сивая и левая. Он задушил котенка, представьте себе. Мне турок рассказывал, он чуть не плакал, говорит, да, то что, ну как это так, но я, говорит, не могу ничего им сказать. Мы даже потом сами написали на русском, английском и немецком, отпечатали, пошли, да, поговорили с менеджером, нам разрешил он печатать это, как от гостей, чтобы не трогали котят руками. Лезут, все, вот он лезет, тю. Ну, в общем, ладно, не к этому сказано, мы сейчас едем в Швецию. Но это вы можете на канале все посмотреть. Едем в Швецию. Выезжать я буду 5, 6, 7, я не знаю какого числа. Ну, может 4 даже. Дорога длинная, так как я не привязан ни к отелям, ни к дому, ни к чему. Да, и возвращаться буду тоже 2-3 недели будет. Конечно, ролик сразу этот не выйдет, так как ну, мне надо там отснимать, мне надо приехать, мне надо отмонтировать, да, конечно, потом выпущу. Ну, я думаю, в сентябре вы этот ролик увидите. Если останетесь на каналчике, конечно. Еду я к своему другу. Да, немножко такая предыстория, давайте сегодня ролик будет тоже, да, ну немножко позже, конечно. И не надо мне бля-бля-бля, то, что я много бля-бля-бля, да. Это влоговый канал, я хочу с вами пообщаться. Вам что-то не нравится, вы шагаете большими широкими шагами дальше. Такая предыстория. Зовут его Герт. Родился он в Голландии. И в 3 или в 4 года с родителями, бабушка уже жила у него в Канаде.
всю жизнь, в принципе. А мама с папой в Голландии. Ну, то есть он голландец, да, скажем так. Но сейчас я называю, я, говорит, единственный голландец, который не ест сыр. Он уехал в Канаду. Выучился, получил высшее образование. И, ну, как он мне рассказывал, мне интервью давал даже на 2 канала, кажется, да, и по-английски, и на немецком давал, и с переводом делал. Stop, and it's still off grid, but it has all the nice things you need to live in a house. You can. И как он мне сказал, то, что он хотел найти себя сначала. Вот он, ну, есть такое, да, вот до 40 лет люди бегают и ищут себя, он не знает, чем заняться. Но ему было, кажется, 23 или 24 года, как раз, говорит, только я образование закончил, все, и я не мог себя найти. Я не знал, не то, что в образовании, он где жить. Канада его не устраивала, Голландия, он бывал часто, ездил, то сейчас даже ездит часто. Меня, говорит, не устраивала, Германия по-любому не устраивала, не знаю. И он поехал кругосветку, в общем. Поехал кругосветку, у него в то время был, конечно, Range Rover старый, он мне фотографии показывал, пришлось, говорит, продать, так как он хотел везде, и в Америку съездить. И закинула его, значит, судьба Бермудские треугольники в ту сторону. Там он познакомился с женщиной, ну, с девушкой, да, не молодой, девушка назовем. Девушка была оттуда, с их родом, короче, с Бермудских треугольников, да. Ну, я не знаю, как назвать эту нацию, я не знаю, да, в принципе. Я ее хорошо знаю, эту женщину уже. Такая, как каждый год с ними вижусь, они так шашлык любят, мой плов, охренеть. Ну и вот, познакомился с ней, и они решили вдвоем поехать искать себе место, где жить. И он говорит, мы, говорит, 10 лет, 10 или 12 лет катались, 10 лет катались по всему миру, то туда, то сюда, когда едем. И ничего не могли определиться, где мы, говорит, будем жить. И в конце концов, говорит, я попал просто в Швецию. Мы проездом были, на паром, говорит, хотели в Голландию ехать, и попал в Швецию. Посмотрели домик один, посмотрели домик второй. И знаете, говорит, мне, говорит, знаешь, мне так понравилось, говорит. Именно вот такое ебенево, не то, что не Стокгольм там или Гетеборг, Мальму, все забудьте, да, это такие города. Нет, говорит, мне именно Ебенево очень-очень сильно понравилось. И мы, говорит, осмотрелись, посмотрели. Ну, для тех, кто не знает, тоже я скажу, в Швеции дом купить очень просто, да, очень просто. Вам нужен только европейский паспорт, то есть аусвайс какой-нибудь, да, или, не знаю, скорее всего, ему тоже хватило канадского, да, деньги и все. А больше ничего не надо. Вы приехали за день, покупаете дом. Все. Переводите там 25% или 18%. Первый взнос, если вам понравился. Ну, я не буду все расписывать, как это все функционирует. Там, типа торгов идут. Ну, по-другому немножко. В общем, говорит, купили мы домик. Совсем-совсем маленький. Пожили год. И находит он объявление «Земля». Земля на берегу озера. Да, озеро ты береговую линию не покупаешь, но твой участок при береговой зоне, скажем так, да. И он купил огромнейший участок, где не стоял ни одного дома. Лес, просто тупо лес купил. На берегу большого озера. Озеро, кажется, 45-50 километров длины и до 5 километров ширины. Я вам потом покажу его. Купили участок, купили маленький вонмобиль, ну такой вот, или вонвагон, который цепляется, прицепчик. И в нем жили. Построил первый дом и стал сдавать туристам. Тема зашла. Недалеко находится лесообрабатывающий завод. Я видел этот завод. Ну, по тем временам, как он мне рассказывал, да, там в 20-ку обходилось ему, 20 евро обходилось весь материал. Дом на 120 квадратов. Дом тоже можете, вот на тот канал перейдете, увидите. Я делал обзор этих домов. Построил 3 дома, начал сдавать туристам. Охота, рыбалка, лайки. Сдает также туристам он снегоходы зимой, да. Также на лайках можно кататься. Устраивает индивидуальные туры, в Ебенево ходить. Мишки приходят 50 метров от дома. Покупает он себе остров на этом же озере, строит дом. Именно как вот он, ну рукастый человек, именно как он хотел для себя
как в Канаде, говорит, да, он там трубу выкладывал мне, Шонштайн рассказывал, как, ну, я это снимал, все, красота, конечно, красота неимоверная, да. Вот, ну, я с ним познакомился очень-очень давно, и вот у нас так переросло все это в дружбу, да, и мы так относительно частенько видимся, то тут, то там, и я еду к нему, вот, и будем мы снимать, вернее, я буду для вас снимать, покажу, ну, очень коротко все, пока дорога будет, всю покажу вам, будем разговаривать с вами, ездить, я буду ролики вам включать. Ну, а там, если хотите посмотреть, да, если вас затянет, то, конечно, перейдете все-таки на тот канал, и там вы все увидите. Ну, хотя шорты я буду подкидывать вам. Ну, и теперь что, перейдем мы, давайте, к нашему ролику. То есть затянулся, да, у нас разговорчик, а то пишут. Много болтаешь, много бля-бля-бля, ну, хочется мне так, да. Если вам так не нравится, значит, ну, вам не нравится. Продвигайте дальше, как я уже вам говорил. Давайте, теперь перейдем к ролику. Накаляется в Европе обстановочка, да. И накаляется она в том, что в Польше уже инциденты проходят такие, тоже вот поляк избил поляка. А за что? То, что тот говорил на языке страны буквы У. Да, да. Я вам включу сейчас ролик. Но это не главная тема этого канала будет. Просто я сейчас так вот подразогреть вам. Давайте я вам сейчас включу, послушайте. Ну что, народ, змея кусает себя за хвост. В Лодзе произошел просто абсурднейший инцидент, где поляк избил поляка, потому что посчитал, что это украинец. Человек разговаривал по телефону, поляк шел и по манере общения, и по телефону почему-то решил, что это украинец, и сломал ему просто челюсть и нос. А позже выяснилось, что это все-таки был тоже поляк. Вот такие просто сумасшедшие новости случаются на фоне ксенофобии. Что вы об этом думаете? Напишите в комментариях. Вы также можете написать, что об этом думаете, да? Что чаще и чаще встречаются такие инциденты всякие, да? Почему это случается, также можете вы мне это написать. Я комментировать много не буду. Ну вот еще один вам небольшой ролик. Прошли протесты, да? Когда перезахоранивал нацистов. И вот прошли марши, протесты. Давайте посмотрим. По Польше прошел Волынский марш. Народ выступил против Украины. И повод у него куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Участники выходили с одним требованием – остановить помощь Украине. Не сократить, не пересмотреть, а именно остановить. В Варшаве и Гданьске люди шли по улицам с баннерами, на которых был изображен перечеркнутый украинский герб. Отдельная история – приграничный Пшемысль. Там участники акции пошли еще дальше. Они требовали от Киева извинений за волынскую резню. По сути, Волынский марш – это не просто разовая акция группы активистов. Это симптом. Усталость от бесконечной поддержки, которая копилась месяцами, начала выходить наружу. Пока это улицы и баннеры. Но настроения на улицах имеют свойство рано или поздно доходить до политиков. Особенно перед выборами, когда каждый голос на счету. И чем громче будут звучать такие лозунги, тем сложнее Брюсселю делать вид, что в Европе царит полное единодушие по украинскому вопросу. Больше важных новостей в Telegram. Вот, на моем телеграме новостей вы не услышите. Это не новостной канал. Да и у меня тут не новостной канал. За новостями я не гонюсь. Я просто ищу интересные ролики. Бывает, они устарелые, но зато вспоминать надо. Историю надо помнить. Кстати, сегодня у нас 21 июля. И послушайте, найдите где-нибудь в архивах за 21 июля, что сказал Мерц. Да, тот самый Мерц. Вот послушайте, что он сказал. Очень-очень интересно, да? Очень, послушайте. Я не буду его сейчас цитировать и показывать вам его. Я сегодня ехал и слушал. Вот, также напишите, пожалуйста. Если вы пишете, будьте адекватными. Не материтесь, не ругайтесь. Ну, точек наставьте кучу. Все, я понял, что вы хотели высказать. И все будет прекрасно. Зато все поймут, по крайней мере, что вы хотели. Так как кто постоянно меня смотрит, знают прекрасно, да? Комментарии удаляются. Не мной. Они удаляются, в спам летят. Можно их потом проверить, но я их не проверяю. Раньше как-то подлазил, смотрел, там столько гадостей пишут. Даже противно самому смотреть. Да. Теперь перейдем к главному ролику. Опять Польша. Но на данный момент мы останемся без гостей. То есть Польша собирала или собрала уже, да, это, как сказал, это устаревшие ролики, гуманитарную помощь РФ солдатам. Да, вы не ослышались. Сейчас я вам включу, и вы послушайте. Я нашел такой ролик. Тут вот один блогер
влогер объясняет и сделает вставочки. Давайте посмотрим. Поляки отправляют гуманитарную помощь россиянам. Не, я все перепроверил, это действительно факт, короче, это не фейк. А что, так можно было, что ли? Вы только вдумайтесь, на 5-й год войны поляки только начинают понимать, то, что тут процветает неонацизм прям в полном его виде. Рабства в Україні немає. И опять русская пропаганда была права. Росія боїться. Потому что сегодня антиукраинский марш под лозунгом «Поляк в Польше хозяин» прошел в Варшаве. Участники акции призывали власти не представлять Украине ни финансовую помощь, ни грамма боеприпасов, ни литра смазочных материалов, масла и топлива. И туда выходили тысячи людей. Ну и также говорят о том, что Украина представляет угрозу для Польши, а Россию несправедливо оскорбляют. Как вам такое? Мы сейчас будем дальше слушать. Как вам такое? Слышали вы об этом? Напишите. Если вы думаете, что это обычный народ, просто люди вот так вот взбунтовались, то нет, ни хрена подобного. Даже политики уже теперь это делают. Потому что польские евродепутаты призывают Европарламент признать УПА нацистской организацией. Польша не согласится на членство Украины в Европейском Союзе, пока не будет осужден геноцид и отвергнут культ Бандеры. А мы уже с вами прекрасно видим то, что Мельника перезахоронили буквально там в самом мемориальном кладбище в Украине. В самое ближайшее время буквально там Бандеру тоже похоронят. Да-да, вот я слышал тоже, кстати, про это. Ну, в принципе, пускай туда и везут, да. Хоть Германии почище будет. Пускай туда и везут его. Ситуация доходит до абсурда, потому что вот представитель президента Польши назвал западные области Украины малой Польшей. Мол, именно так эти украинские земли назывались официально межвоенные Польши 1918 по 1939 года. А Львов это не Лемберг разве был? Мне кажется, это Лемберг был, да? А кому он принадлежал? Напишите также. Очень интересная тема. Смотрите, и по всей Европе так начинается. То тут чуть-чуть, то там чуть-чуть. А почему вы это так не знаете? Конечно, вы все знаете. У меня умные зрители, я знаю. Но клянусь, это еще ничего. Я не уверен, конечно, насколько это правда, потому что не все об этом пишут, некоторые там издания. Пока что это желтая пресса, но есть у нас видеозапись. Поляки отправляют гуманитарную помощь россиянам. Не, я все перепроверил, это действительно факт, короче, это не фейк. Польский политик Кшиштоф Пальвинский, возглавляющий партию «Фронт», отправил партию медицинской гуманитарной помощи российским бойцам в зоне специальной военной операции. Вот это поворот. Я тоже вам скажу, вот это поворот, да? Jesteśmy w firmie na Białorusi. Zakupiliśmy dzisiaj nie jako partia polityczna Front, tylko jako osoby, żeby nie dać sobie powodu, broń Boże, do tego, że można było rozwiązać partię polityczną Front. Zakupiliśmy, tu jest faktura, 20 pakietów pierwszej pomocy medycznej na polu walki, które przez naszego kolegę, partię z nami współpracującą, Liberalno-Demokratyczną Republiki Białoruś, które przekażemy żołnierzom Federacji Rosyjskiej, chłopakom w okopach, jako pomoc humanitarną, pomoc medyczną. Что? Я не все понял, в принципе. Ну, почти все. Я вам перевод сделаю. Будет строка бежать. Блядь, расскажите мне полгода назад об этом, я бы сказал, что вы чё, тю-тю? Все потому, что все, что говорила российская пропаганда на протяжении вот этих вот лет, оказалось правдой, и поляки как будто вот так вот прозрели и такие... А серьезно? Оказывается, там есть неонацизм, там они послужники Бандеры, Мельника, УПА, УНА, УНСО, блядь, вся вот эта вот дичь. За всеми вот этими событиями, естественно, моментально будем следить у меня в телеге, ссылочка в шапке профиля. Обязательно не забывайте подписываться, буду вас держать в курсе. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Вам также спасибо за просмотр. Пока-пока я еще вам не говорю. Да, ребятки, это везде, кстати, и в Германии, да, сейчас... АФД, ну то есть АДГ, набирает и довольно, да, особенно восточные земли, там, кажется, 42% набирает по сравнению с правящими партией, коалицией. Они угнаться за ними не могут, да, и многие в панике. Также гости очень сильно в панике. Да, даже ролики про это снимают. Это я вам в другом ролике покажу. Нашел я один контентик такой интересный, где вот она снимает, да, она не может обойти. Вот все у них русские немцы и АДГ. АФД русские немцы, АДГ русские немцы. Ну, в общем, будем ждать, конечно. Будем голосовать. Ну, за что? Понятно, за что. Да? Я не буду никого агитировать и говорить, за что я буду голосовать. Ну, все догадываются, да? За какую партию будем мы голосовать. Теперь напишите ваше мнение и расскажите мне,
Вы слышали вообще про гуманитарную помощь? Ну, я правда не слышал, я вот ролик нашел, думаю, о, ни хрена себе. В новостях нигде это не показывали, по крайней мере, я не видел. Да, может, и показывали, но в Германии я не видел. Новости я, в принципе, просматриваю и читаю, даже газетку, бывает, иногда читаю, да. Ну, я ничего не нашел. Вы напишите мне. Ну и что я скажу, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пишем в комментарии, оставляем свои адекватные и конструктивные, без мата, без ругательных слов. Также не забываем подписаться на этот каналчик, активировать клин-клин колокольчик, чтобы не пропустить очень интересный ролик про Швецию, когда мы будем ехать. Я даже начал уже собирать ролики, кролики, как мне это правильно сказать, гости Швеции, вот, гости Швеции. И, кстати, я расскажу потом очень интересную историю. Мы будем проезжать город такой, Упсала. Ладно, все, не буду дальше спойлеровать. Очень интересная история, кстати. И правдивая. Про нее писали даже в шведской газете. Если я найду в архиве где-нибудь вырезочку, я ее вставлю сюда. Все, добра, удачи.